Добрый день, друзья, я Владимир Васильев, я снова рад вас приветствовать на своем канале. И, слушайте, обычно я рассказываю о небольших самолетах. И тут были вопросы, может действительно попробовать что-то рассказать о больших. А если рассказывать о больших, с чего начать? Давайте начнем с самого большого самолета в мире. На сегодняшний момент я нахожусь в самолете Ан-225, самый большой самолет в мире. И вот сейчас я остановился. Почему я остановился здесь? Потому что ровно вот это расстояние совершили в 1903 году братья Райт. Они пролетели 36 метров. И самое интересное, нам еще много можно идти вперед, потому что полет уже завершился, а мы все еще идем пешком. Антонов, мечта, мрия. Вместе с нами Дмитрий Антонов. Дмитрий Антонов, он тут везде Антонов. Вот на ангаре написано Антонов. Вот стоит Антонов. Здесь на самолете написано Антонов. Фирма называется и летчик. Тест-пилот МРИ тоже Антонов. Может, это знак? По всей видимости, да. Что все говорят? Что-то меня привело сюда в конечном итоге. То есть разные были направления в жизни, попытки там в детстве. Но в конечном итоге остановился на авиации. И вот оказался здесь. Как мы считаем всегда, что так как это самый большой самолет в мире, то мы все считаем и для себя, и все, что это топ в авиации, летать на этом самолете. Хотя я, например, считаю это просто нормальной работой, там не какой-нибудь там не экстраординарной. Действительно, в чем какая проблема? Просто летать на МРИ, ничего ординарного. Создано было, все отлично знают, для космической программы. Немножко с Бураном полетало. Пытались построить второй экземпляр, но так как произошло то, что произошло с Советским Союзом, второй экземпляр так и стоит. И я так думаю, что, наверное, это очень-очень сложно будет достроить его. А этот экземпляр в 1995 году благополучно завершил свою карьеру. И если бы не желание нашего генерального конструктора Балабуева, и у него бы не было жизни, он бы остался бы музейным, в лучшем случае, экспонатом. А так вот он уже 20 лет почти летает, немного летает, но радует нас, радует и распирает гордость за этот самолет, за то, что он украинский. Я считаю, что с 2001 года, как он был восстановлен, он стал полностью украинским самолетом. И имя у него именно такое, иначе у меня Мрия. Да, именно, если бы он мечтой был, можно было поспорить, а он Мрия. То есть она девочка? Да. Капризная? Я не думаю, что очень, надо просто с ней очень нежно обращаться. Мы всегда, когда подходим к самолету, к нашему любому, обязательно небольшое такое поглаживание должно быть по фюзеляжу. Еще закрыта лестница, и мы подходим к нему, и каждый, буквально член экипажа говорит привет. И да, все. И самолет тем же самым отвечает нам. 6,4, а высота, по-моему, 4,4. Да. Чуланчик. Это вход, не герметичный отсек. И то, что у нас нету заднего грузолюка, это все, что тут грузить ничего нельзя, это все нежное. И здесь же вход, лестница, технический состав, их помещения, которые наверху, они там живут. С одной стороны, да, она пустая, весит 250 тонн где-то. 280.
даже сейчас уже 200, вот крайнее взвешивание 293 тонны. Это вместе с оборудованием дополнительным, имеется кран-балки. А стандартно самолет взвешивается, как бы вынимается. Вес пустого самолета считается без водила, без дополнительных колес, без цепей, без всяких, без кран-балок. Это приблизительно, сейчас скажу, сколько, 200, сейчас она 80, одна с копеечками весит. Это вес самолета. Но, реально. с другой стороны, если учесть ее размеры, 280 тонн, насколько изящность конструкции и прочность конструкции была сделана, что я взял просто ради интереса, посмотрел, это 10 железнодорожных вагонов. Она приблизительно берет груза чуть меньше, чем 10 железнодорожных вагонов. Но это самолет с двигательной установкой, скажем так, сложность железнодорожного вагона и самолета, не надо там как бы уточнять, но вот изящность конструкции, прочность и описанная из-за того, что... Да, к примеру, сейчас перевозили это как бы генеральный груз, то есть это все, что медицинское оборудование, это коробки были. И когда ты видишь, что для того груза, который загружен, подъезжает порядка 10-12 фур, и оказывается, вот ничего себе, думаешь, вот это так вроде как оно хорошо, компактно, тут все сложено в грузовом отсеке, нормально, а потом ты смотришь, какой объем, да, действительно, и даже экипаж впечатляет то, сколько провезли. Ну, а действительно, то есть есть кадры, видно, насколько сейчас мы возили, мы практически занимали почти полный объем. Полный объем порядка 1150 что-то метров кубических. Конечно, полностью его занять нельзя, иначе необходим какой-то доступ, всего. Но порядка 980 тысяч кубов мы перевозили. А здесь чердачок, да? Можно туда? Можно. Можно туда, да. Это для персонала, я так понимаю, что это где-то там легкая кабина, да? Да, для технического состава. Экскурсию по... Да. Здесь аварийно-спасательное оборудование, это трапы для съезда, это эти плоты, да. Плоты, кстати, шикарные. Я всегда удивляюсь, 1 на 46 человек, а максимальная вместимость 69. Думаю, вот это можно, у них 2 здесь плота, и у нас там, думаю, такую можно ораву посадить туда. Авиационная печечка, холодильничек, тут кипятильники еще старые. Вот тут сидеть можно. То есть поспать. Да, то есть на взлете и посадке вот здесь находится пристегнутая, а там у них, я не знаю, порядка 12 кроватей. Тут 12 кроватей, да. Да. Мы на самом деле находимся в одной из спален МРИ. То есть тут несколько спален. Вот эта спальня на 9 человек, здесь спальня на 3 человека. Ну и там еще, не знаю, человек на 15, наверное, еще таких, сидящих мест. То есть прикольно такая. И еще есть спальня впереди для экипажа. Да, Там еще есть комната. То есть тут много-много спален. Единственное, так понимаю, только балкона не хватает покурить. Да. Но это герметичный отсек. Здесь Это герметичный, да. Абсолютно, он надувается, все. А для проветривания открывается эта дверь или нет? Нет. То есть это так Никогда. Мы включаем для проветривания, значит, или надо запустить вспомогательную силовую установку, раз вариант, или наземный кондиционер подключаем, и он довольно неплохо нас охлаждает. Чем мы вот сейчас пользовались, летая в Китай, там уже жарко было, и вот подключали наземный, и он хорошо дул так. Это тоже в процессе эксплуатации самолета, это относится к погрузочному оборудованию, этим самым поддевают, необходимо иногда груз даже очень-очень тяжелый, потом рычаг большой, приподнять для подкладывания там чего-либо. То есть это все пришло с опытом эксплуатации, и все, что вот это по бортам висит, например, вот эти узлы для крепления, сетки, там прочее все, это появилось вот начиная там с 90-х годов, когда активно начали летать. Любой груз, у них есть все оборудование, как контейнер зацепить, как любой груз обхватить, то есть разные фалы, разные там цепи. То есть сейчас уже проблем с этим нет. Научились. А колеса пробиваете часто? Не. Это вообще не бывает такого. Не бывает, да, такого? Это только иногда бывает, например, проблема с тормозами, бывает очень редко. И они перегреваются, и когда перегрев колеса, там, по-моему, больше 220 градусов идет, выплавляются
плавкие вставочки в них, и они сдуваются просто. Мгм. То есть он не лопается, а сдувается. Там камера или это без камеры? Бескамерно, бескамерно, да. На каждую основную стойку стоит свой гидроагрегат, который производит там подкачку, управление, уборку шасси полностью. Плюс еще два задних шасси с каждой стороны, они поворачивающиеся, чтобы увеличить маневренность этого самолета, поворачиваются передние в одну из задних противоположную сторону для маневрирования. 4. Вот эти, да. Задние 4, да, все поворотные. А вот даже видно, Да, скорость. для удобства разворотов на 180 градусов. Но для буксировки назад мы их стопорим. Начинаешь влево разворачивать, а он не разворачивается. Вот полностью выкручена рукоятка, то есть ты развернул колесо под 60 градусов, а он прямо едет. И вот уже двигатели выводишь, тормозишь колесом, и только он начинает потихонечку. Потом начинаешь выводить, а он не выводится, к примеру, там еще. Поэтому всегда об этом все летчики знают, поэтому процесс руления очень медленно. То есть это не на, там, я всегда шучу, там Ан-26, там может как огонь лететь по рулежке, там прочее все. А на этом надо вот буквально чуть ли хочешь развернуться под 90 градусов, практически надо остановиться и потом начать разворот. Две кранбланки. Каждый крюк вот этот вот может поднять 5 тонн. И на сегодняшний момент, то есть вот самостоятельно он может поднять 20 тонн и перемещать 20 тонн внутри салона, то есть устанавливая в то место, которое необходимо. Уже вот говорят, что появилась новая модификация, которая уже смогут поднимать кранбалки до 30 тонн. То есть так как погрузка считается только через вперед, то груз, который загрузили, чтобы его уже переместить внутри кабины, его можно использовать кранбалку. Она просто огромная, то есть и в ней все огромное. Вот даже посмотрите, жгут проводов, он огромный. Тут куча всего, все огромное. Ну, это действительно, то есть никто не заметил, это переднее колесо, и вон заднее стоит, это колесо от Мрии. И действительно мое мнение, что люди, которые набрались наглости, другого слова я не могу сказать, в те годы сказать, мы построим это. То есть, по сути, на этих людях держится весь наш мир, потому что они действительно, насколько надо быть наглым и самоуверенным человеком, чтобы взять лист бумаги, взять чертежи и построить этот самолет. Идем в кабину Мрии. Здесь, значит, сидит у нас два инженера. Как бы старший бортовой инженер называется и бортинженер по авиационному оборудованию. То есть у старшего бортинженера это двигатели, топливная система и гидросистема. А по инженеру по оборудованию это электрика. Электрика это как бы его. Ну и система кондиционирования, то есть оба могут ей управлять. И вот сейчас вспомнил это слово, сказал, гидросистема. Меня спрашивают, а что, говорит, не знаю, какие-то есть, так вот, что там, самое худшее, что может произойти? Наверное, это когда топливо закончится. Я говорю, нет. Это когда двигатели все откажут. Я говорю, нет. Это когда гидросистема все откажет. Вот это самое худшее. То есть в том ситуации, когда все двигатели откажут, когда топлива не будет, самолет может сесть. А без гидросистемы все. Все, он не Всё. может. А потому что гидросистемой тут нет ручного управления, прямого управления, как на самолетах класса, начиная с маленьких бичкрафтов там и прочее все. Ан-26, Ан-12 имеет прямое ручное управление. Ан-22, по-моему, тоже. Ан-22 имеет в резерве, да, то есть он может управляться безбустерно, может очень тяжело, но есть возможность. А этот все. Этот без гидросистемы уже никуда. А болтанка на ней есть? Конечно. Это страшно так, оно Болтает? очень выводит, да. А когда в окно хочется не смотреть. Почему? Потому что когда выглядываешь в окно в болтанку и видишь законцовку крыла, которая ходит с амплитудой порядка там от 3 до 5 метров вверх. Вот эта штука 3-5 метров. Да, вот так вот ходит, думаю, как оно там бедненькое выдерживает. А здесь у нас есть навигатор стоит. Это HSI, грубо говоря, аналог HSI. Да. Ну, как бы мы понимаем, что все оборудование, кроме, которое дополнили там, к примеру, там современная СН-ка, кое-какое там оборудование, система предупреждения столкновения с землей, расхождение с бортами ТКАС,
Все остальное оборудование это made in конец 70-х и дизайн конец 70-х, начало 80-х. Но, что самое главное, оно работает и оно позволяет летать. Как-то так много места. Ладно, пусть стоит, раз поставить. Да, не, ну просторно, есть возможность выйти, зарядку сделать, походить по салону. Автопилот. Нормально работает, вот пульт включения автопилота управляется, автоматический режим от навигатора подключается к навигации. То есть может автоматически сделать заход? Да, да. То есть Ну, ILS единственное, до высоты принятия решения, а это у нас 200 футов, Мгм. ниже не разрешается. И вот отключение автопилота, то есть Да, тут вы да, нажимаете и вот этот уже. кусочек до конца надо выполнить на руках. Заход, да. А руки хватает все 6 двигателей? Для того, чтобы хватало, есть вот такое сцепление рут. А вот оно сцеплено как раз. И сейчас мы здесь вот. И ты когда управляешь, вот 4 управляешь, вот они все 6. Да. Естественно, руки не хватает. И это имеется на взлете, посадке мы это делаем. В процессе полета расцепляем и уже регулируем как бы это. Вот. А регулируете, что нужно? Параметры подгоняете? Вентилятор делаем приблизительно одинаковый. То есть на посадке, когда уже произвели посадку, садящийся пилот говорит 0 реверс. При этом у нас вот тут стоит интерцепторы, стоят в положении 0 ПТИ. И здесь мы контролируем, что они выпустились, тормозные интерцепторы. И после этого команда 0, вот такое движение делаем, переводим его в такое положение. Это 0, и здесь на рудах отражается 0. Вот эта ручечка реверса, она стоит уже в подготовленном положении. И включаем. Включаем реверс. Все, включаем, контролируем. Загораются зелененькие шеврончики такие, что реверс открыт. Бортинженер контролирует, что выросла тяга. Все командует. И на 130 километрах нам нужно уже выключить реверс. Иначе существует возможность помпажа. Поэтому ниже 130 нельзя. Поэтому на 130 мы уже ставим 0. Вот сколько задержка? Вот дали газ, через сколько движок выходит на Мы, значит, во-первых, не практикуем вот такое. Это только при гонке двигателя есть именно проверка приемистости. Но режим, насколько я понимаю, есть именно в нормальном состоянии. Мы стараемся увеличивать плавненько. А когда вот производим после замены двигателя гонки на земле, то за 3 секунды надо вывести двигатель, опять же с режима 71, когда мы опять же прогревать надо, и вывод на взлетный режим там за 3 секунды. И где-то порядка 10-12 секунд происходит устаканивание параметров работы, и вот где-то через там 10-15 секунд бортинженер говорит, параметры установились, и говорит, нажимает там. Пустой самолет, вот ради фана. Вот как он принимается, вот скажем так, вот пустой. Истребитель. Истребитель. Истребитель, да. Вертикальная скорость порядка 20 метров в секунду. Это при, например, Руслан, и Мрия то же самое, при топливе там для Руслана 40 тонн, частенько мы с этим топливом вылетаем для облета самолета, и нам необходимо и взлетный режим проверить, и все остальное. И в этот режим он просто вот несется именно с этой вертикали. Ну, из нее обзорность, конечно. Ну, естественно, что это не Airbus, не А380 там со стеклами чуть ли не до половины кабины. Видно, да. всё. Ну, видно, это нормально. Когда летите, закрываете вот эти? В принципе, как бы не разрешено, потому что обзор должен быть. На земле закрываем, чтобы солнце не попадало. А в принципе это создано было для чего? Для тренировки летчиков захода при минимуме. Так как створки SIF нету, та, которая автоматически там увеличивает, уменьшает. Вот мы иногда пользуемся. Тот, кто пилотирует, закрывает себе. И там на высоте принятия решения, там на 30 метров выше, чик открывает и все. Не, а бывает такое, как, потому что я, допустим, там летишь, ну, особенно вот если через Атлантику, жарко сидишь, там уже сидишь, и ты начинаешь картами закрываться, вот так карта у меня есть, вот так Я раскладываешь. отлично понимаю. Ну вот, ну, конечно, что-то предпринимаем для этого, хотя как бы официально это типа все, то есть ты должен смотреть, должен видеть, что происходит наружу, а из официально вот есть козыречек, ты можешь типа пользоваться, чтобы тебе в глаза не светило. Вопрос, вот вы
чтобы летать на МРИ, с точки зрения карьерного роста, что нужно, ну, понятно, Руслан, правильно? То есть надо идти к Руслану? Да, да, ну, по крайней мере, раз у нас такая ситуация в нашей организации, мы имеем 7 Русланов, практически весь летный состав на Русланах летает, и не практически, а действительно весь летный, у нас порядка 140 человек, всего летчиков, навигаторов, инженеров, радистов, и из них процентов 70 летает и на МРИ в том числе. То есть много, на ней пилотов да. много. Я же говорю, если особенно вот тут между ними вообще никакого, тут вот это спрятал там и все. Все остальное один в один. Супер разницы не чувствую. Почему? Потому что тоже ощущение полета, те же приборы. Если как бы не смотреть по сторонам, а количество людей, то я бы не сказал, что запутался, на каком самолете нахожусь, но в этом именно в особенностях именно полета я супер разницы не вижу. Вот нахождение на земле это уже немножко другое, особенно для МРИ. МРИ на земле это совершенно такой уникальный самолет, и с ним очень тяжело рулить на нем, тяжело разворачиваться, это надо учитывать все время. А особенно тяжело это все препятствия, которые на земле находятся, ты глазом вот это расстояние от кабины до кончика крыла очень тяжело воспринимаешь. Видно, что стоят препятствия, и ты 100% очень тяжело сказать, особенно когда расстояние до препятствия от законцовки, начиная от 2 метров до 5, я не скажу, нормально это или ненормально. То есть вплоть до того, что останавливается, надо выходить смотреть. То есть есть, ну как, да. Есть, допустим, бригада, которая выходит, ну, в первую очередь мы всегда стараемся, когда куда-то летим, особенно в новое место, готовиться. Есть возможность, есть эти Google Earth, в котором фотографии почти всех мест, которые есть с хорошим разрешением, есть это, вплоть до того, что открываем, смотрим, столбы видны, это видно, и ты линеечкой, там есть линеечка, меряешь, тут, так, как ты там поместишься, не поместишься, как развернешься. Ну и когда сам просто рулишь, смотришь. А маневренность насколько? Вот Руслан и Мрия, ну Руслан довольно неплохо, хорошо управляется, а Мрия тяжеловатенько. Управление передним, вот эта ручечка, да, вот у нас дублируется с двух сторон она. Это управление передним шасси. Да, передним колесом мы включаем управление. Вот там 2 выключателя дальше. Вот они, да. Угу. Вот не, левее немножко. Вот это вот, да. Вот это. Да, вот это их включаем. Это левая, правая стойки. Все, они начинают управляться. Ну, давление в гидросистеме должно быть. И чтобы отклонить на 60 градусов, практически, по-моему, 1,5 или даже 2 оборота надо так вот развернуть, оно управляется. Но я говорю, вот на Мрии особенность вот это его, что очень надо внимательно с рулением быть, потому что можно попасть в ситуацию, когда вот хочешь развернуться, а он вот уперся и не хочет. И уже там начинаешь, говорю, разнотяг даже принимать. Но с чем с разнотягом и больше режим выводить не хочется по поводу, чтобы не сдуть случайно там ничего сзади. Поэтому стараемся очень аккуратно рулить. Всегда как бы просматриваем, а что вокруг находится. Бывало на нас где-то в Хельсинки, по-моему. Вот они долго... Пошло полгода, через полгода приходит, ой, вы нас полгода назад были, ну, на Руслане, и вы нам Сесну сдули там. Мы говорим, ну, еще полгода бы прошло, как теперь определить? Мы, конечно, нашли, да, действительно, в то число наш Руслан был. Но иногда люди хитрят, имеется в виду, что что-то там у них произошло. Давайте теперь смотрите, на кого же это? О, Руслан был, а давайте это на него там, к примеру, все. Ну, удобно, конечно, удобно на нас там. То фонарики где-то подавят, потом выясняем, ну, как бы бесследно ничего не пропадает. Тут недавно пытались в Алмате там чуть-чуть так немножечко наехать, какой-то там Боинг как-то так хитро рулил, тормозил, то ли оставил там наконец торможения, раздавил несколько фонариков. Попытались опять на нас, говорю, ребята, вы что, говорят, смотрите, следы не наши, и вообще мы в этом месте в это утро не были. Ну, говорят, ну не получилось, ну и все. Да. Мы сейчас, в электрощитовой самолета.
Это просто вот так. А электросхема как выглядит? Вот электрик, когда приходит, он говорит, дайте мне электросхему. Как выглядит электросхема всего вот этого? Это у нас огромные книги, они все главные копии техников. И там мне тоже интересно, очень всегда нравится, когда они их раскладывают и начинают пальчиком по ним бегать. И как они там все находятся. Я кучу раз здесь прилетал, и каждый раз, когда ты летишь, особенно с востока на запад, огромное спасибо ребятам, которые сидят у вас на вышке, им отдельное спасибо, потому что каждый раз, когда запрашиваешься, говоришь, можно пройти через вашу зону, они практически всегда пропускают. И это спасибо не надо облетать. Ребят, спасибо большое. И Мрию увидеть, то есть даже я как бы всегда стараюсь вот сюда проскочить чуть-чуть южнее Гостомеля, потому что она стоит на этом круге, Ну она да, удивительна. обычно, Ну, это да. Но вопрос, в принципе, я скажу, что если мы пристреляемся, мы можем сесть на крыло сейчас Брии. В общем-то, можно коснуться и... Может, не нужно. Есть кайф. Конечно, конечно. Ты же когда это все видишь, обычно ты Вот когда всегда он вот по прилетает, и ты видишь, во-первых, количество людей, которые стоят внизу, оно всегда вызывает восторг, что именно пришли посмотреть на самолет, а ты ж в нем сидишь, и ты тут тоже как бы причастен к этому делу всему, и оно приятно просто. Сколько в круизе летит? Скорость? Ну, скорость, в принципе, 800 км в час, да, истинная его скорость 800. True airspeed, да, то есть? Да, можно чуть-чуть больше, там 840 сделать, но это уже предел его получается. В основном средненькая 800. А перегоночная дальность? Вот самый дальний перелет, наверное. Ну, это лучше в часах сказать, не в километрах. Ну, в часах, Да, часах. это до 16 часов. Что Мрия, что Руслан, они приблизительно одинаковые. 16 часов это, Да. грубо говоря, 14 тысяч километров. То есть Вот его баки могут взять топливо больше, чем, чем его максимальный взлетный вес. То есть баков здесь порядка 370 тонн топлива помещает, а максимально, самое больше, он может взять сейчас порядка 350 тонн. 350 тонн, это у нас, грубо для понимания, кто в литры заправляется, где-то, наверное, 420 где-то, тысяч литров. 450. 450 Ну, то где-то, есть да. это, грубо говоря, Тысяч литров. 6 железнодорожных цистерн, с Да, топливом приезжает да. и в него заливается. Заливаются, да. И оно вот это все потом еще и летит. Расход в час, сколько керосина? Вот, а давайте, я только что сказал, что можно 350 тонн залить и лететь около 16 часов. Мгм. Это что у нас получается? Ну, отнимем по расчетам 30 тонн на 20 посадку, 320, да? Мгм. И я говорю, 16 часов, 320 на 16 разделить, это будет 20 тонн. 20. 20 тонн. Все. Значит, вот так. То есть пустой самолет это порядка среднечасовой 16 тонн, груженный это 22 тонны. 22 тонны. Да. В час. До сих пор это очень то, что для нас неприятно. Требуется прогрев 4 минуты. И это на полосе, потому что это на режиме 0,45 и на режиме 0,7 от номинала. Надо греться. И уменьшать после этого нельзя. И поэтому, то есть надо да, только взлетать. вот, да, только взлетать. Поэтому вот это немножко нас дискомфорт во всем мире устраивает, вот этот прогрев. Ну, То есть это то, что я слышал, что Мрия выруливает на полосу и стоит, 4 минуты да, стоит. 4 минуты, как Но вы минимум. запускаетесь, рулитесь просто... Да, мы запустились, все это уже готовы, выруливаем на полосу и 4 минуты вот это производим прогрев. И так, соответственно, в аэропортах, которые загружены, конечно, это создает для других самолетов небольшой напряг, потому что обычно взлет с одной полосы максимум с интервалом в 1 минуту идет, а мы тут на... И плюс после нас, извиняюсь, с нашим турбулентным следом, по-моему, по всем правилам, чуть ли не 3 минуты надо, чтобы прошло, да. Мрия, грубо, на 7-10 минут закрывает каждый аэропорт. А, следующий. Они из-за класса самолета еще после нас обязательно runway inspection делают. То есть тоже как бы нюанс. В общем, мы им создаем кучу проблем, поэтому есть нюанс. Самый тяжелый груз. Самый тяжелый груз не моногруз. Это у нас летал мой учитель Анатолий Захарович Моисеев 11 сентября 2001 года. Именно в тот день. Сделали рекордный полет, подняли 5 боевых танков. Общий груз 254,3 тонны.
максимальная загрузка, потеря одного двигателя. Он справляется. На это вот единственное, я не знаю, там говорят, есть компании, которые как бы немножко прикрывают глаза на эти вопросы. Обязательно считается, то есть мы обеспечиваем минимальный градиент набора, который мы для себя закладываем, то есть 3%, то есть на 5 двигателях или Руслан на 3 двигателях должен обеспечить этот набор 3%. То есть этого достаточно для того, чтобы выполнить маневр по заходу на посадку или еще что-нибудь. Да, на этот же аэропорт или уйти на запасной. 4 на Мрии. Такого не было. Вот. Ну, по ощущениям. Для этого надо смотреть, если... Ну, вот на одном же, я так понимаю, что на 5 уже Значит, было. 600 делим на 6, это по 100 тонн на каждый двигатель. Да. Значит, на 4, где-то приблизительно 400 тонн взлетный вес на Мрии, наверное, можно... Ну, а вот по ощущениям, я, насколько понимаю, уже с 5 летали. Да, с 5 летали на Руслане, с 2 получилось так. Как на Руслане с 2? Отлично. С 2 сторон или с 2, по-моему, было. Это испытательный полет был, там у нас двигатели мы проверяли, ну и в конечном итоге пришлось 2 выключить. Нормально. А разворачивающий момент большой? Нет, ты же заходишь на посадку на минимальных режимах и так строишь посадку, чтобы никаких не было там, стараться, чтобы без добавлений, без ничего, чтобы самому себе проблемы не создавать. И все, то есть на минимальном режиме отлично садится, все управляется. У нее рулевые поверхности настолько большие, что у нее специально сделано из-за того, что такие с увеличением скорости происходит перестройка механизмов для того, чтобы отклонение рулевых поверхностей уменьшается чуть ли не там, в 4-5 раз. Я довольно часто вспоминаю, самому интересно вспоминать, но это было в Тбилиси и тоже Мрия было. Утро ранее, по-моему, даже темно еще было. Ну и как мы обычно, у нас вот порядка 20-22 человека, и мы стоим, готовимся к выходу, чтобы в автобус сесть и нас повезут на самолет. Как всегда, вокруг нас хендлинги, там 2, 3, 4 человека местного населения, то есть грузины, там прочее все. Ну вот они эти крутятся, которые нас сопровождают. Мы, ну и пошли в автобус, приехали к самолету, техники открыли дверь. И один из этих местного населения туда, наверх. Обычно бортинженер первый заходит, чтобы ВСУ запустить. Ну, побежал, что-то ему, видно, надо. Ровно минуты через 3 такой выбегает. Так, что такое? А где тут пассажирский салон? Я говорю, какой пассажирский салон? Говорит, как, я в Минск лечу. Я говорю, шикарно. А то, смотрю, Боинг запускается, Белавия. Я только по радио выходим, вы, говорит, летите? Я говорю, да, а вас там посчитать? Ой, говорит, не хватает одного. Я говорю, мужик, говорю, скачи, твой самолет вот там. В самую короткую полосу, которую, вот пришли принять решение. Наша вот Святошина, вот это самая короткая, на которую летают наши самолеты такого Сколько класса. там? 1800. 1800 метров. Угу. Ну, то есть, опять, а вот пробег после, если пустой самолет 40 тонн. Официально, если вот сесть, сразу же включить реверс, нажать тормоза до второго упора, у нас так есть такое понимание, то это 800 метров. 800 метров. Это потрясающе. То есть, на самом деле, потрясающе увидеть эту вещь и осознать. Я говорю, и каждый раз, если я, моя как бы рекомендация, где-то прилетит Мрия, придите, посмотрите. Если будет где-то, ходите, потому что есть вещи, которые как пирамиды Хеопса, все их видели, но ее надо увидеть живьем и понять, что это невозможно. Наверное... Ну, единственное, что где-то, если Мрию увидите, вы точно знаете, что это вот именно эта Мрия. Другой Мрии просто не существует. В мире не существует. Сегодня мы рассказали о Мрии. У нас не получилось на ней полетать, потому что, наверное, только вы можете на ней летать. Нам летать на ней нельзя. Мы можем любоваться. Конечно. И на самолете у нас летают многие, поэтому обязательно мы полетим виртуально, реально. Поэтому всех зовем. Приходите в небо. Приходите в небо. Я точно не могу сказать, летайте на таких самолетах, как летаете вы. Но на тех самолетах, на которых мы, можно всегда прилететь и посмотреть с неба Мрию. И даже с большой высоты вы всегда видите. Стоят мелкие Русланы и всегда видно Мрию. Так что я Владимир Васильев. Дмитрий Антонов. Прощаемся с вами. До следующих встреч. Пока. Теперь, если можно будет потом снять что-нибудь мелкое, типа Руслана или Ан-22, будет. Ну, если Руслан у нас мелкий, то, конечно, его можно будет снять, обязательно сделаем.